Как известно, Евразийский банк развития содействует интеграции, модернизации, росту качества экономик единого экономического пространства и других участников банка. Поэтому мы уделяем серьезное внимание анализу интеграционной динамики в отраслях и в отдельных странах, а также в экономике региона в целом. В фокусе нашего анализа это, прежде всего, экономические аспекты, но мы обращаем и уделяем внимание также и другим вопросам интеграции. Так недавно Центр интеграционных исследований Евразийского банка представил результаты комплексного анализа интеграционных предпочтений населения стран постсоветского пространства. Было опрошено более 13 тысяч граждан из 10 стран СНГ и Грузии. Выявлена высокая поддержка создания таможенного союза и единого экономического пространства со стороны населения всех трех стран, участников таможенного союза. Это от 60 до 80% опрошенных. И очень интересен факт значительной поддержки идеи таможенного союза и рядом стран, других стран СНГ, как граничащих, так и не граничащих со странами таможенного союза. Я думаю, что это очень интересно, действительно объективно интересное исследование, которое характеризует не только вот чисто экономический, но и гуманитарный аспект, который на самом деле при таком глубоком анализе показывает, что без такого положительного гуманитарного аспекта никакая экономическая интеграция невозможна. Мы показали, что объем уже сделанных взаимных прямых инвестиций в регионе составляет не менее 55 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем можно судить по официальной статистике, которая, как это уже известно, не учитывает инвестиции через офшоры. То есть через такие страны, как например, там, Кипр, Нидерланды и другие страны, которые, можно сказать, в смысле инвестиционном являются офшорными странами. На самом деле взаимные инвестиции в странах единого экономического пространства и СНГ еще больше, и мы будем уделять больше внимания анализу тех отраслей, в которых бизнес наших стран идет на рынке друг друга. Это интересно нам и для нашей проектной деятельности, и для регионального развития банка, и, в конце концов, для осуществления нашей миссии, то есть оказания содействия как раз тому бизнесу, который осуществляет взаимные инвестиции в странах СНГ. Монитор, который мы представляем, это документ, аналитическое исследование, которое мы представляем, он нацелен на нужды бизнеса, и в нем собрана информация по более чем 500 сделкам взаимных инвестиций в регионе. Это самая крупная регулярная база данных на сегодня. Она позволяет сделать интересные выводы по динамике инвестиций, по их отраслевому разрезу, по возможным точкам роста. И Евразийский банк развития намерен развивать эту базу данных. Подобный монитор взаимных инвестиций, на наш взгляд, необходим компаниям региона для выработки оптимальных инвестиционных стратегий, особенно при выходе на рынки стран единого экономического пространства и СНГ. Мониторинг также обеспечит аналитическое сопровождение работы государственных и наднациональных органов над углублением региональной интеграции. Я думаю, что этот монитор будет востребован и экспертным сообществом, и национальными правительствами, в том числе с точки зрения и формирования теплого, позитивного инвестиционного климата в странах СНГ. Мы с этим столкнулись, с этой проблемой года 3 назад, когда работали над другим проектом, системой индикаторов евразийской интеграции. Мы столкнулись с тем, что не можем мы выстроить индикаторы по взаимным инвестициям в регионе, потому что официальная статистика
при всей ее полезности, она искажает информацию по страновому, по отраслевому разрезу. Поэтому нужно пользоваться другой методологией, нужно создавать новую базу с нуля, качественно новую. Посмотрели зарубежную, да, так и есть. В Европейском Союзе есть колоссальная база Эрнст & Янга и Oxford Intelligence, в которой 40 тысяч сделок, которая делается с 1997 года, является основным источником информации о взаимных инвестициях в Европейском Союзе. Посмотрели страны, более близкие к нам по структурному развитию. Польша. Да, в Польше есть агентство, помимо официальной статистики Нацбанка, то есть Комстата и статистики Нацбанка, есть статистика специализированного агентства, которое собирает информацию снизу. И выяснили, что, да, оказывается, единственный инструмент – это собирать базу снизу, то есть начинать копаться в газетах, журналах, специализированной прессе, потом залезать в годовые отчеты компаний, проверять данные, верифицировать их всеми возможными способами и выходить на более-менее достоверную базу данных, которая решает две проблемы. Первая проблема – офшоры. Надо убрать фактор офшоров. То есть если российская инвестиция идет в Украину через Кипр, то это российская инвестиция в Украину, а не российская инвестиция на Кипр. Если украинцы инвестируют в Грузии через нидерландскую SPV, то это инвестиция Украины в Грузии, а не инвестиция Украины в Нидерланды. Вот это первая проблема. Вторая проблема чуть поменьше, но тоже большая по суммам. Учет реинвестированных средств. То есть вложила российская компания деньги в Казахстане, и это уже прибыль компании российской в Казахстане начинает реинвестироваться за рубежом. Официальная статистика эти деньги не ловит, а речь идет о сотнях миллионов долларов. Есть еще несколько поменьше таких методологических нюансов, которые в нашей базе данных устранены. Ну, вместе с тем надо четко понимать, что это альтернативный инструмент официальной статистики, и он должен учитываться параллельно с официальной статистикой. В чем-то дополняя ее, в чем-то проверяя ее. В общем, нужно пользоваться двумя источниками. Мониторинг представляет собой базу, на ней на сегодняшний день 600 сделок, из них действующих 526. Мы подняли сделки, начиная с 90-х годов, но максимальной точности добились, наверное, по последним 6-7 годам, когда шел инвестиционный бум. Мы надеемся, что эта база будет полезной для бизнеса, потому что надо понимать, что делают твои соседи, надо понимать, где есть инвестиционные возможности, где можно инвестировать, где другие это делают и где другим тяжело, где они ошибаются. Мы надеемся, что это будет полезно вообще для интеграционных процессов, для госорганов. Таможенный союз и ИЭП созданы, то есть скелет интеграции создан, теперь нужно на скелет нарастить мясо. Что такое мясо интеграции? Это торговля товарами, услугами, движение капитала и движение рабочей силы. Корпоративная интеграция обеспечивает все это. Это движение капитала в чистом виде, подключается движение товаров и услуг в трансграничных сделках, их очень много. То есть на ближайшие годы одна из важнейших задач – это нарастить корпоративную интеграцию, трансграничные инвестиции на созданные институты ТС и Е. Несколько примеров того, что дает нам официальная статистика, где ее проблема. Вот статистика российских инвестиций, накопленных за рубежом, на конец 2010 года на графике, а вот цифры 2011 года, они поступили вчера. Вчера их Центробанк опубликовал. 33,6% на Кипр, 15,8% в Нидерланды, 12,8% на Виргинские острова. Очевидно, что это на самом-то деле просто деньги, которые через офшоры, через удобные инвестиционные механизмы канализируются в другие страны, во многом в страны СНГ, как мы выяснили. Украинские инвестиции за рубежом на конец 2011 года более 90% доля Кипра. Казахстанские инвестиции за рубежом на конец 2011 года более 80% это нидерландские SPV и холдинговые структуры Великобритании. Но понятно, что это инвестиции не в Нидерланды, не в Великобританию. Какая альтернатива? Альтернатива – создание базы по принципу снизу вверх. Алгоритм такой. Сначала изучается интернет-сайты ведущей компании, мониторятся все СМИ, публикация в деловых научных журналах всех, и российских, казахстанских, украинских, азербайджанских, английских, немецких. Потом идет проверка по отчетам и пресс-релизам компании. Потом идет расчет косвенных показателей и сверка с другими данными. Здесь велика роль экспертов. Например,
Российская нефтяная компания инвестирует в Казахстан, создает сам сеть АЗС. Сумма сделки не разглашается. Но мы знаем, сколько стоит стандартный АЗС в Казахстане. Мы знаем, сколько этих АЗС было куплено или построено. Соответственно, можем оценить объем инвестиций. Аналогично, российская авиакомпания создает дочку в Киеве, вкладывает в уставный капитал 5 самолетов определенного типа. Мы знаем, сколько такие самолеты, вот шестилетки, тип самолета АТР стоят на рынке, соответственно, можем оценить объем инвестиций, то есть косвенные методы. И потом идет экспертная верификация, это процесс длительный, когда данные отбиваются вот на таких конференциях, как мы сейчас проводим, когда мы проводим экспертные семинары, и знающие люди нас уже поправляют. Этот процесс занимает годы, и база становится только лучше с каждым разом. В базе на сегодняшний день 602 сделки, из них 56 проектов прекращены, 12 сделок перешли под контроль третьих стран, были проданы. Среди действующих 526 сделок у нас есть почти по 480 точные или косвенные оценки объема и характера инвестиций. База эта решает проблему реинвестированных средств, как правило, их удается уловить, то есть учитываются реинвестированные прибыли, полученные уже в странах-получателях инвестиций. Вот как эта база выглядит на бумаге. 600 строчек, 13 столбцов, 60 страниц числовой и иной нечисловой информации. Среди 13 столбцов дана информация: страна-инвестор, отрасль инвестирования, компания-инвестор, страна-получатель, характер инвестиций с нуля, покупка расширения, то есть greenfield, brownfield, стоимость плюс примечания по стоимости, там масса нюансов, время, сроки инвестиций и несколько столбцов по самым разным примечаниям, включая детально задокументированные источники информации. То есть экспертное сообщество, которому эту базу можем предоставить на определенных правах, может проверить и сказать: да, это правильно, или да, вот тут вы, ребята, ошиблись. Мы, конечно, пытались в базе охватить как можно больший круг инвестиций, в том числе и мелкие инвестиции. Опытным путем установлено, как только мы пересекаем порог $3 миллиона, уходим вниз, то достоверность данных резко снижается, качественно снижается. Поэтому мы ограничили базу инвестиций от 3 миллионов и больше. Иногда учитываются и меньшие инвестиции. Это происходит вот в каких случаях. Например, нужно промониторить перспективные проекты на самой начальной стадии. Ну, например, Зарубежнефть и ИТЕРА планируют вложить в Туркменистане в рамках проекта соглашения о разделе продукции до $6 миллиардов. Но сейчас делают ТЭО и пред-ТЭО проектов. Мы эти средства мониторим, средства небольшие, но в течение нескольких лет они могут привести к инвестициям до 6 миллиардов. Их важно отражать. Второе. Есть отрасли, в которых объем инвестиций очень маленький, но они имеют колоссальный социально-культурный аспект. Например, создание филиалов российских вузов в странах СНГ. Здесь инвестиции крошечные, а значение таких культурное, социально-культурное значение очень велико. На самом деле, среди 36 крупных филиалов российских вузов за рубежом только один инвестировал больше $5 миллионов. Это МГУ в свой филиал в Севастополе. Но мы стараемся вылавливать и более мелкие инвестиции вот в таком секторе, как образование. Ну и в-третьих, есть страны, в которых в принципе инвестиций мало, их инвестиций за рубежом. Туркменистан, Таджикистан, там мы стараемся выловить просто все, что есть, все поле. Просто потому, что это интересно и важно для этих стран. Страновая структура не таит каких-то сюрпризов. Доминируют сделки российских инвесторов, 3/4 сделок по количеству, 87% по объему, 391 сделка. Это абсолютно нормально, учитывая удельный вес российской экономики в регионе. При этом по Беларуси имеется 41 сделка, 42 сделки по Казахстану на общую сумму порядка $5 миллиардов. Общая сумма сделок, общий объем достигает $56 миллиардов. Каждую шестую сделку в базе данных можно отнести к числу действительно крупных от 100 миллионов и более.